Всем привет, с вами Светлана. Каждый год сотни покупателей теряют свои деньги при покупке недвижимости в Болгарии. Почему? В этом видео 12 реальных схем, с которыми сталкиваются покупатели. И главное, как не попасться. Ну что, вы готовы? Тогда давайте начнем. Мини-словарь покупателя недвижимости за 30 секунд. Прежде чем окунуться в детали, давайте быстро выучим язык безопасности. 30 секунд, которые сэкономят вам годы и тысячи евро. Поехали. Предварительный договор. Ваша честная бумага до нотариуса фиксирует цену, сроки и все обещания. Иматен-регистр – главный государственный реестр в Болгарии, где хранится вся правда о недвижимости. Удостоверение затяжести. Справка из этого реестра о долгах, арестах и ипотеках. Ваш детектор лжи для объекта. Акт 14, 15, 16. 3 ступени стройки. 14. Есть коробка. 15. Здание готово. 16. Жить разрешено. Время вышло, теперь вы вооружены базовыми знаниями. Идем дальше. Почему Болгария? И почему здесь так легко обмануть? Итак, прежде чем мы перейдем к самим схемам, давайте разберемся, почему именно Болгария стала таким полем для мошеннических игр. Ответ кроется в 3 ключевых факторах. Первый – бурный рост и отсутствие контроля. Рынок недвижимости здесь развивается так стремительно, что законодательство за ним просто не успевает. Представьте себе Дикий Запад. Правила есть, но не размыты, а шериф смотрит в другую сторону. Вопрос регулирования брокерской деятельности обсуждается почти 20 лет. Это создает хаос и, к сожалению, откровенного мошенничества. Второй фактор – цифровизация без правил. Пандемия подтолкнула рынок в онлайн. Виртуальные просмотры, электронные подписи – это удобно, но и опасно. В онлайн-среде, где нет четкого контроля, расцвели фейковые объявления. Красивые картинки чужих вилл, нереальные цены, несуществующие объекты. Все это стало мощным инструментом для заманивания доверчивых клиентов. И третий, самый важный фактор – наша с вами психология. Покупка недвижимости, особенно в другой стране, это стресс. Мы хотим верить людям, мы боимся упустить выгодное предложение. И именно на этих эмоциях, на нашем волнении и недостатке знаний играют мошенники. Итак, почва подготовлена. Теперь давайте посмотрим, какие плоды на ней произрастают. Бумажные ловушки. Самая опасная категория афер – это махинации с документами. Здесь ошибка может стоить вам всего. Схема номер 1. Недвижимость с сюрпризом. Долги, ипотеки и запреты. История. Покупатель доверился словам продавца. Ну что вы, все чисто. Поверьте. А через месяц выяснилось, что на объекте висит старая ипотека, о которой забыли сказать. Как работает? Продавец тянется справкой о тяжестях или показывает устаревшую, а вы верите на слово. Как не попасться? Верим только свежей справке. Удостоверение за тяжести, полученное вашим юристом дважды перед подписанием предварительного договора и непосредственно в день сделки у нотариуса. Схема номер 2. Продажа по поддельной доверенности. История. Покупатель торопился, а продавец был якобы за границей. Сделку провели по доверенности. Позже выяснилось, что доверенность – фальшивка. Покупатель остался без дома и без денег. Как работает? Мошенники используют поддельные или просроченные доверенности, а иногда просят подписать документ, где умышленно оставлены пустые поля, которые потом дописываются без вашего ведома. Как не попасться? Проверяйте доверенность досконально. Подлинность, срок, апостиль. Лучший вариант – личное присутствие собственника или нотариально подтвержденная видеоверификация. Схема номер 3. Крошечная ошибка с огромными последствиями. История. После сделки обнаружили, что в кадастровом номере одна цифра пляшет. На бумаге это уже совершенно другой объект. Исправление заняло год судов. Как работает? Одна неверная цифра или буква, и вы юридически покупаете соседний сарай, а не дом мечты. Как не попасться? Сверяем каждую цифру и букву во всех документах. Акт, кадастр, схема, скица. Иматен-регистр. В договор добавляем пункт. Даже мелкая ошибка в данных равно право на отказ и немедленный возврат денег. Схема номер 4. Неожиданные родственники и поддельные завещания. История. Семья купила дом, а через полгода на тропе появился дальний родственник продавца, который заявил, что не давал своего согласия на продажу. так как ему принадлежит доля в наследстве. Начались суды. Как работает? Вам продают объект, не получив согласия всех законных совладельцев,
особенно рискованные наследственные объекты. Может всплыть поддельное рукописное завещание или в свидетельстве о наследниках умышленно забыт один из них. Как не попасться? Ваш юрист должен провести детальное исследование истории объекта, проверить подлинность всех документов о наследстве и убедиться, что все, кто имеет на него право, дали свое нотариально заверенное согласие на продажу. Призраки строек. Акт 16 и недостроенные мечты. Схема номер 5. Новострой без акта 16. Жить можно? А вот и нет. История. Семья купила почти готовую квартиру. Продавцы уверенно обещали, акт 16 будет через месяц. Все будет ок. Прошел год. Вода и свет по временной промышленной схеме. Счета заоблачны, а главное, жизнь в таком доме незаконна. Как работает? Вас уверяют, что акт 16 – это формальность, но без него ваше жилье – стройплощадка. Вы не можете подключить коммуникации на свое имя, а здание могут опечатать в любой момент. Как не попасться? Первое. До аванса требуйте копии актов 14 и 15. Второе. Сделайте звонок в местный водоканал и электросеть. Пример звонка. Здравствуйте, по такому-то адресу можно открыть бытовую партиду. Их ответ скажет вам больше, чем продавец. Третье. В договор железный пункт. Если к дате такой-то нет акта 16, аванс возвращается в тот же день плюс штраф. Иллюзия обмана и денежные ловушки. Теперь о схеме, где играют на вашем восприятии и жадности. Схема номер 6. Показ по фото, красивое фото, чужой дом. История. Собственник в Германии. Ключ у тети. Завтра видео пришлем. Покупатель поверил, перевел деньги. На месте оказалось, что ему показывали аналогичный объект, а его собственный в плачевном состоянии. Схема номер 7. Косметический ремонт и скрытые дефекты. История. Продавец клялся. Протечку устраним сразу после нотариуса. Честно-честно. На деле. Под свежей краской скрывалась плесень и серьезные структурные трещины в стене, о которых продавец умолчал. Ремонт обошелся в треть стоимости дома. Как не попасться? Никаких устных обещаний. Нанимайте профессионального инспектора для оценки состояния объекта. Все найденные дефекты и обязательства по их устранению в договор с удержанием части суммы на эскроу счете. Схема номер 8. Часть в конверте. Экономия, которая выйдет боком. История. Покупатель согласился записать в акте 40 тысяч евро, а 20 тысяч евро отдать налом, думая, что экономит. Но это ловушка с двойным дном. Во-первых, если сделку пришлось расторгнуть, суд постановил вернуть ему ровно 40 тысяч евро, как указано в договоре. 20 тысяч евро просто испарились. Во-вторых, покупатель решил продать дом уже за реальные 80 тысяч евро. И налог 10% он заплатит не с реальной прибыли в 20 евро, а с бумажной 40 тысяч евро. Экономия обернулась двойными потерями. Как не попасться? В акте только реальная цена. Все платежи через банк с четким назначением платежа. Экономия на налогах сегодня – это гигантские риски и проблемы завтра. Волки в овечьей шкуре, посредники и помощники. И, наконец, самая коварная схема с участием людей, которые должны вам помогать. Схема номер 9. Вот вам мой адвокат, милая ловушка. История. Продавец подарил своего адвоката. Тот, конечно, не заметил пару пунктов в договоре, из-за которых покупатель потом потерял право на паркоместо. Как не попасться? Простое правило. Если адвоката дарит продавец, это адвокат продавца. Всегда нанимаете своего независимого юриста. Большинство покупателей делают ошибку, полагаясь только на нотариуса. Но нотариус лишь заверяет сделку, а юридически защищает ваши интересы именно адвокат. Схема номер 10. Сделка без предварительного договора. История. Продавец торопил. Давайте сразу к нотариусу, зачем лишние бумаги. Покупатель согласился. У нотариуса выяснилось, что цена внезапно выросла на 5000 евро. Как работает? Уклоняясь от предварительного договора, мошенник оставляет себе пространство для маневра и может попытаться включить в финансовый договор невыгодные для вас неясные или скрытые условия. Схема номер 11. Агент-призрак и двойная комиссия. История. Покупатель нашел в интернете идеальную квартиру по очень низкой цене. Позвонил агенту, тот ответил: «О, ее буквально 5 минут назад забронировали, но у меня есть для вас кое-что получше». Покупателю показали другую квартиру. Она ему понравилась. На сделке выяснилось, что агент, который представлял интересы продавца, требует полную комиссию из покупателя. Покупатель, уже вложивший время и эмоции, чувствует себя в ловушке и соглашается платить. Как работает? Подвох двойной. Во-первых,
вас заманили несуществующим объявлением-призраком. Во-вторых, вам навязали услуги агента-продавца, который теперь хочет получить деньги с обеих сторон. Это прямой конфликт интересов. Такой агент мотивирован продать дороже, чтобы его комиссия с обеих сторон была выше, что противоречит вашим интересам. Как не попасться? Если вы хотите работать с агентом, наймите своего агента с самого начала, заключив с ним договор. Тогда он будет защищать ваши интересы и сам договорится с агентом продавца о разделе комиссии без дополнительных трат с вашей стороны. Схема номер 12. Горячая картошка или подозрительно быстрая перепродажа. Как работает? Вы видите объект по привлекательной цене, но проверка истории показывает, что за последний год он был куплен и продан уже дважды. Причем один раз, дважды в один день. Это верный признак того, что мошенники заметают следы, быстро перепродавая недвижимость, полученную обманным путем у доверчивых владельцев. Как не попасться? Всегда проверяйте полную историю переходов прав собственности на объект. Частые перепродажи за короткий срок – это огромный красный флаг. Ваша крепость. Чек-лист 100% защиты. Теперь вы знаете, что можно сделать для защиты. Вот финансовый чек-лист, который превратит вашу сделку в неприступную крепость. Сохраните его. Первое. Наймите независимого адвоката. Не нотариуса, а именно адвоката. Это ваша лучшая инвестиция. Второе. Требуйте подробный предварительный договор. Все обещания, цены, сроки и штрафы только на бумаге. Третье. Запросите справку о тяжестях, обременениях дважды, до аванса и в день сделки. Четвертое. Проверьте акт 16 статуса стройки. Позвоните в коммунальные службы. Пятое. Платите полную сумму только по безналу или через эскроу счет. Шестое. Проверьте историю объекта. Избегайте недвижимости с частыми перепродажами. Подключите СМС-оповещение на ваш объект в агентстве по регистрации. Это ваша сигнализация. Оплата до проверки документов. Сначала бумаги, потом деньги. Девятое. Обещанный ремонт и состояние объекта. Только через удержание денег на эскроу и после профессиональной технической инспекции. Десятое. Не верьте на слово. Любые честно-честно и все будет окей превращайте в пункты договора. Этот список может показаться сложным, и если вы не хотите вникать в каждую деталь и тратить на это свое время и нервы, всегда есть выход. Нанять своего представителя в Болгарии. Человека, который станет вашими глазами и ушами, и, главное, вашим защитником на всех этапах сделки, проследив за выполнением каждого из этих пунктов. Заключение. Спокойствие начинается с грамотной сделки. Покупка недвижимости – это про спокойствие. А спокойствие начинается не с ключей, а с грамотной сделки. Я надеюсь, что эта информация была полезной и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока. До новых встреч.